Сегодня у нас расклад «Ваш путь как пары». То есть не твой отдельно путь, не его отдельно путь, а ваш общий путь. Посмотрим интересные вопросы, да? Как всегда напоминаю, справа в верхнем углу вы видите коробочку деревянную. Те, кто писали там какая-то бирка из роддома и прочее, нет. Вы не правы, никто не угадал, что там лежит. И это всегда вас преследует, и у каждого это свое. Оно ничего не стоит, в смысле, достать это можно бесплатно, но это, как бы сказать, ради того, чего живем. Итак, заинтриговал, пишите свои догадки. Давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Называть карты не нужно, я думаю, потому что видно. Вот эта карта красивая, девятка мечей. Ой, моя любимая восьмерка кубков. Она плохая для вас, да, но мне нравится, как выглядят вот эти девятка мечей и восьмерка кубков. Я немножко заговариваюсь, да ладно. Итак, посмотрим 6 вопросов. Какой сейчас вектор развития, да, куда все идет между вами. Альтернативный путь, как мужчина видит ваше совместное будущее, как ты видишь ваше совместное будущее, что скрепит ваши отношения и наиболее вероятный сценарий при правильном подходе. Читаю с бумажки вопросы, потому что всегда передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то не забыл, чтобы я там куда-то не туда не ушел. И первый вопрос у нас — нынешний вектор развития. По семерке пентаклей понятно, да? Вы оба, прилично вложили в эти отношения. Кучу времени, энергии, терпения, абсолютно много всего. Вот с первых дней у вас накопились и радостные моменты, и несколько болевых точек, конечно же. Но все это лежит на весах и уравновешивает общий прогресс. Понимаешь? И дело движется к новому этапу. Хотя рост, он немного затянулся у вас. У вас такое ощущение, да, что ждете. Вот видите, как он смотрит, ждет, когда пентаклики созреют. А ты ждешь быстрых результатов. Но, знаешь, ваш союз, он созревает постепенно. Как вот эти пентаклики, видишь, он такой немножко грустненький, ждет такой, когда ж созреет. Это ты. Когда ж созреет. Понимаешь? И вот это дерево пентаклики, да, уже пускает корни в ваше общее будущее. Только нужно еще чуть больше времени, чтобы, как говорится, пентаклики распустились в полную силу. Потому что медленно, но с хорошей, как говорится, отдачей. Альтернативный путь, четверка мечей, да? Этот путь связан со спокойствием, с передышкой. Телефон выключается, все ненужные разговоры в сторону откладываются, чтобы вы могли освободить голову от лишних забот. Вместо вечных ссор, споров, претензий взаимных, да, нужно включить режим тишины. Это альтернативный путь, еще раз повторяю. И, как говорится, в это время старайтесь душой отдыхать. Это не бегство, нет. Друг от друга это не бегство. Это, знаешь, как осознанная пауза, которая помогает отдышаться и сил набраться. И после такого перерыва вы сможете, как говорится, друг с другом говорить спокойнее, никто никого не бесит. То есть без этого напряжения и раздражения, которое накопилось.
Как мужчина видит ваше совместное будущее? Ну смотри, по тройке пентаклей он воспринимает вас двоих как вот команду, единую команду, где вот каждый готов строить что-то общее, да, на долгую перспективу. В его голове уже есть, как говорится, план ваших совместных свершений. Там ремонт квартиры, развитие карьеры, там посиделки вечерние и так далее и тому подобное. То есть в его голове у него вы обсуждаете планы на будущее вместе. А он любит вот эти продуманные действия, да, и верит, что вы оба сможете, как сказать, вот сложить свои умения, ну, таланты, да, в одну большую копилку и вместе пользоваться. И этот подход делает его вот уверенным, что вы не просто, как сказать, пострастились, разбежались, да, а то, что вы надежный тандем. Как ты видишь ваше совместное будущее, рыцарь мечей? Ну, я тебе сразу скажу, что не обижайся, но, но буду трактовать как есть, так как есть. Ты хочешь скорости по рыцарю мечей, да? Решительности хочешь в отношениях, чтобы вот прям вот так. То есть у тебя нет желания вообще резину тянуть, да? И пентаклики, и семерка пентаклей тебе, скорее всего, как сказать, инициатором вот этих семерки пентаклей, да, то, что все затянулось, это он. А ты решительности хочешь, да? Ты вот стоишь, купила в гастрономе, там, не знаю, где у вас, купила в магазине леща, его еще не пожарила, но хочешь ему преподнести, да, и говоришь при этом: ты решись уже, пупсик. То есть ты хочешь, чтобы он действовал вот уверенно, не отступал, там, столкнувшись с первыми твоими истериками и так далее. И прямые разговоры для тебя — и это ключевой инструмент. Выяснить, вот насколько он горит общими планами, да, готов нести за тебя, за детей будущих, за ваш союз ответственность. Ты ценишь открытость и вот, как сказать, вот моментальные реакции на проблемы. Потому что ты устала вот от этой семерки пентаклей, да, от медленных решений, недомолвок и прочего ты устала. И в твоем представлении ваше будущее — это движение вперед без вот этого топтания на месте. Что скрепит ваши отношения по девятке мечей? Ну, через совместные переживания и страхи ваша близость крепнет. То есть, когда там у тебя тяжелые мысли и так далее, он в сторону не убегает, а рядом садится и слушает. Вот есть же, как сказать, а Васька слушает да ест. Вот примерно так же. Хоть в глубине души он тоже переживает, да, но он марку держит. Но просто знай, что он тоже переживает. Вы друг друга не отталкиваете, и вы умнички. Когда тревоги, страхи и так далее, вы пытаетесь вместе найти выход, и вы, несмотря на ваши ссоры, да, ссоры есть, их много и так далее, но с моей точки зрения я свои слова внесу, да, без трактовок карт, то, что вы прям идеальная пара. Вот ссоры, они всегда будут. Говнишко в отношениях всегда будет. Но в ссорах что главное? Чтобы друг друга не отталкивали. Понимаешь? И вот эти непростые моменты, они проверяют ваш союз на прочность. Вы учитесь видеть друг в друге опору. Поддерживаете друг друга, принимаете вот эти эмоциональные бури друг друга. Скорее всего, он принимает твои эмоциональные бури. И вот это доверие, оно скрепляет ваш союз, как вот, как сказать, вот этот суперклей, который застывает моментально, и фиг потом отдерешь от пальцев.
Восьмерка кубков — это наиболее вероятный сценарий при правильном подходе. Ну смотри, это не уход ни в коем случае, нет, это уход от, по-другому скажу, все построится на решении отпустить то, что отжило. Понимаешь? Это ни в коем случае не его уход или твой уход, нет. Старые обиды, пустые споры, ссоры, бессмысленное вот это переживание, нет, не переживание, а вот зубами как делать? Пережевывание вот этих проблем и так далее должны остаться позади. И они останутся. Вы вместе поворачиваетесь к новому горизонту, как будто вот, знаешь, вот закрываете надоевшую главу на книге, да, которую долго-долго перечитывали много раз. И начинаете свежую. И это уход от вот этого старого, то, что изжило себя, понимаешь? Это ни в коем случае не расставание, уход. И это потребует мужества. От вас обоих, как бы это от меня не звучало, да, то, что женщине говорю мужество, но не мужество, а вот рыцаря мечей. Давай его так назовем. Потому что привычка постоянно рефлексировать, да, над вот этими прошлыми ошибками цепляет за душу вас обоих. Но вот при грамотном отношении вы освобождаете пространство для искренней близости. Почему я не читаю восьмерку кубков как уход? Потому что мы смотрим соседние карты. Так ведь? И у вас все хорошо. Десяток мечей, нет, да, девятка мечей — это страхи бессонной ночи и прочее, но это не уход. Это уход от старых привычек, паттернов, страхов, обид и так далее. Если бы до этого лежала, например, десятка мечей, а что я объясняю карты? Это я тут трактую, поэтому кому не нравится, тому не нравится. Итак, ну все, в принципе, по первому варианту я все сказал, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки пристегнули штанишки и полетели, да? И нынешний, кстати, заметили то, что я теперь не сейчас не говорю, а нынешний. Прям сидел, загуглил это слово, реально забыл. Нынешний вектор развития, да, куда у вас все идет. А у вас колесница. Это, знаешь, это мощный ритм сейчас у вас в отношениях. Как будто вы оба сели в машину, у обоих есть руль, да, как справа, так и слева. Никто не пассажир, все водители, и у обоих есть педаль газа. И вы вот нажали на педаль газа, да, и мчитесь без остановок. И ты вот прям замечаешь, что все движется довольно-таки быстро. Недавно вы вместе выбирали, как говорится, обои для комнаты, да, а уже он, как говорится, говорит то, что «а давай-ка мы дачу купим». И там займемся еще и ремонтом дачи. А у вас там еще ремонт не доделан, а вас мчит прям. Но это образно, я имею в виду. Нет ощущения такого, что кто-то там тормозит, кто-то сомневается. Нет, вы бежите, прям вот вы умнички. У вас есть четкая уверенность, что надо нестись вперед, несмотря там по сторонам. Время, оно для вас закрутилось, завертелось. И что ты почти вот моргнуть не успеваешь, а уже там новые идеи, новые планы, и он опять что-то удумал, и ты что-то удумала, да? И все вы чего-то удумали и несетесь. И он тоже вот серьезно настроен.
хочет, чтобы вы вместе воплощали даже вот, как сказать, вот не необычные, а дерзкие задумки ваши. При этом у тебя внутри тоже азарт в ответ. Как будто ты вот, он предложил, а ты как будто этого и ждала, да? И вектор у вас вот четко направлен на дальнейшее развитие. И все летит вперед без пауз. Только самое главное, руль держите крепко, чтобы с дороги не слететь, так скажем. Королева кубков — это альтернативный путь. Какой же он? Спокойная тропинка, где ты остаешься верна своим чувствам, не позволяешь каким-то там подругам тебя сбивать с толку и так далее. То есть это про то вот, как взять паузу от бесконечных планов, обсуждений, а просто рядом посидеть, за руки держась, да, слушать тишину, наблюдать, как у него глаза загораются, когда ты ему улыбаешься. И вот это все эмоциональная королева кубков. Здесь вообще нет места там давлению, грохоту, перемен и так далее и тому подобное. Тут, знаешь, в альтернативном пути вы делаете шаг назад и наслаждаетесь теплым уютом. Понимаешь? Там вечерний романтический ужин. Никто идей не кидает, никуда вы не торопитесь. Чай пьете с плюшками, баранками, ну, что у вас кушают, да, чак-чаком. Кушайте чак-чак, будете здоровы. И, как говорится, в обнимочку смотреть сериал, который почему-то она выбрала. А почему это ты сериалы выбираешь? Меня аж за больное задело. Вот. То есть все это вызывает у вас чувство глубокого покоя, сближает вас на эмоциональном уровне. У вас основной путь и альтернативный — это все хорошо. Понимаешь? Потому что у вас пара такая. Вы нашли друг друга. Как говорится, вы искренне и нежны друг с другом, да, и помогаете друг другу раскрыться. Если идете альтернативным путем, да, то у вас, такая вот, знаешь, вот эмоциональная глубина. Если идете своим путем, которым сейчас идете, то у вас, вот эти все планы и так далее, давай там в путешествие и так далее, у вас нет пути, где вы разбегаетесь. Да, ссоры есть, ссоры они всегда у всех есть. Поэтому у вас все хорошо. Давай продолжим. Королева жезлов — это у нас как мужчина видит ваше совместное будущее. Но, знаешь, он тебя видит такой для себя, как сказать, зажигалочкой, вдохновительницей, музой, которая вот может зажечь, зарядить его там самыми смелыми, возможно, даже нелепыми идеями. В его глазах ты вот та, которая и с хозяйством может управляться, да, и с работой, и при этом оставаясь вот этой яркой личностью. И он заранее придумывает, как вы будете вместе там жить, поживать, добра наживать, на отдых выбираться, там праздники устраивать и так далее. То есть он, знаешь, он верит, что вы вот с легкостью будете там цели достигать и вот, как сказать, добиваться более глобального в ваших отношениях. Не просто там щенка завести, да, а вот вы вместе как одна команда, зажигалочка ты. Понимаешь? И вы поддерживать друг друга в сложных ситуациях будете. То есть у вас прочный тандем, он видит, который основан на страсти, на жизнелюбии и свернуть горы вместе готовности. Понимаешь? Как ты видишь ваше совместное будущее. А у тебя, знаешь, у тебя такое ощущение, что нужно в пространстве немного, как говорится, подвиснуть,
чтобы осознать, ну, что нужно для вас, для вашей семьи, да, а что не нужно. И ты уже вот даже замечала, что вот в некоторых моментах у вас возникают тупики, где он не понимает твоих мотивов, а ты не улавливаешь его логику. И иногда вот в такие паузы кажется, что вот остановка на пользу идет. А видишь ты ваше будущее как вот постепенное преодоление устоявшихся взглядов, да, старых, от которых вы оба должны отказаться, чтобы вот гармонично дальше, хоть на колеснице, хоть в кубках, дальше двинуться. И порой придется, знаешь, признавать, что вот некоторые ваши старые привычки в отношениях друг друга, они мешают вам вперед идти. И ты готова к тому, чтобы менять свой взгляд, да, даже если придется пожертвовать, ну, чем-то привычным. А вот эта жертва, да, чем-то привычным, это залог развития. Ты не видишь в этом драму. Нет, просто вот ты осознаешь, что в таком процессе есть своя сила, я бы сказал. Главное не бояться заглянуть внутрь, да, и честно признаться себе, что меняться пора. Ну, что скрепит ваши отношения по тройке жезлов? На общей идее. Все держится на общей идее, которая, знаешь, вот стоит выше каких-то там банальных бытовых вещей. Ты вот замечаешь, да, что вас сближает общее стремление к новым горизонтам, колесница, да? У вас даже было что-то такое, когда вы вот спонтанно сорвались с места, да, и решили поехать куда-то там, чтобы просто там по улице погулять. И вот это приключение, оно принесло кучу радости. Именно совместное планирование будущих там достижений, совместные мечты, решительные шаги в неизвестность, да, они заставляют вас чувствовать себя командой. Это знаешь как? Это вот, как сказать, ты такой человек, который будет стоять позади мужа и патроны подавать. Вот примерно вот так. Даже если вокруг все против вас, между собой поругались, но вы все равно стоите вместе, да? Пусть даже и, как говорится, молча и словом не перемолвитесь. Так вот, такая у вас взаимная увлеченность, она создает крепкий фундамент, где вы не теряетесь в этих мелочных спорах и прочее, и вместе тянетесь к чему-то большему. И каждый раз, когда вы вот вспоминаете такие моменты, у вас отношения только крепнут. Но нужно и создавать такие моменты. Понимаешь? Карта деда – это самая позитивная карта. Наиболее вероятный сценарий при правильном подходе. Даже не нужно трактовать. У вас все будет лучше, чем вы можете себе придумать. Понимаешь? Поэтому не волнуйся, все идет так, как надо. Хоть вы альтернативным путем пойдете, хоть вы пойдете прямым, тем, которым сейчас идете, у вас в перспективе только прочный тыл. Теплые вечера в уютном, как говорится, доме, квартире, неважно где. И вот чувство, что вам все проблемы вам по плечу. Понимаешь? То есть вы достигнете вот этого самого, как сказать, душевного равновесия, да, и бытовые стрессы, рутина, просто не могут вашу связь разорвать, понимаешь? Он станет более внимательным, ты будешь борщи готовить, он деньги приносить, любые бытовые задачи решаются с юмором. Да, иногда вы чуть-чуть, потому что девочкам же нужна иногда драма, но он это не будет воспринимать как пипец, понимаешь? Он будет это воспринимать как вот она развлекается, я поддержу ее и сыграю роль, да? Ну, то есть у вас не будет серьезного чего-то такого, я имею в виду плохого.
у вас все будет хорошо. Карта деда — это самая позитивная карта, поэтому ее трактовать даже не нужно, а мы перейдем к троечкам. Троечки, штанишки пристегнули и полетели, да? Повторяю, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтоб я чего-то не забыл, ни туда куда-то, туда не куда-то, никуда туда, куда-то не туда, куда-то не туда не ушел. И первый у нас нынешний вектор развития, да, куда все идет. Но двойка пентаклей — это режим жонглера, да? Когда ты одновременно решаешь и рабочие задачи, и новую плитку в туалет подбираешь, да, и обсуждаешь с ним планы на отпуск, и вообще мечтаете, как лето проведете. И у тебя идет голова кругом. Но ты держишь равновесие, ты не падаешь. И он тоже старается там поддержать тебя, хотя иногда вот забывает о мелочах и может там не сразу откликнуться на твои просьбы. Ваши отношения — это балансировка. Шаг влево, шаг вправо и так далее, да? Но вы продолжаете двигаться вперед. То есть вы балансируете. Шаг влево, шаг вправо вы не делаете, да? То есть у вас шаг влево, шаг вправо — это вот когда вот на канате как называется, балансируете. Вот. Но вперед двигаетесь, сохраняя общий ритм. Да, шатает там в плохую сторону, в хорошую, но идете и не падаете. И ты вот уже ощутила, что вот эти мелкие заботки, я бы сказал, да, мелкие хлопоты, они вашу связь не ломают, а просто остроты добавляют, я бы сказал. Все указывает на то, что вы готовы лавировать между айсбергами, как Титаник. Нет, у него ж не получилось. Нет. Нет. Плохое сравнение, нет. Вы между разными делами лавируете, да, и при этом не теряете друг друга. То есть ты не Роуз эгоистичная, которая дала утонуть этому Ди-Каприо. Я Ди-Каприо имя не помню. Нет, не знаю то, что Леонардо, а персонажа забыл. Ну да ладно. То есть забудь про Титаник, вы не Титаник. У вас партнерство, оно создает, знаешь, прочный фундамент, где вы оба понимаете, что все не всегда ровно, да, но все равно, все идет в нужном направлении. Понимаешь? Альтернативный ваш путь — это 10 кубков. Это семья, романтика, тихие вечера в обнимку. Смотрите, опять же, в обнимочку сериалы. Опять почему-то ты сериалы выбираешь, а не вместе. И разговариваете, как говорится, у кого как день прошел. Суеты нет здесь. Спокойная радость от совместного быта, чувство, что рядом с этим человеком тебе хорошо вот во всех смыслах, даже несмотря на то, что он храпит, а ты его с кровати сталкиваешь и одеяло у него отбираешь. Кстати, когда одеяло девушка отбирает, самое лучшее — это под разными одеялами спать. Я пробовал, у меня все равно и второе тоже отбирают. Вот. И он предлагает, как говорится, не сделать тебе семью, а сделать из вас вот эту совместную, уютную пару. Понимаешь? То есть у вас это мелкие радости, как сказать, альтернативный путь. Это там, давай сделаем семейный альбом, давай в кафе поедем и там селфи поделаем, да, где там
за 50 километров там сырники вкуснее, давай туда поедем и так далее. И там. То есть вот такие мелкие радости. И вот такие мелкие штучки, да, я назову, они формируют вашу вот крепкую эмоциональную базу. То есть альтернативный путь, он показывает, как через вот это простое совместное счастье вы можете гармонию сохранить и теплоту без вот этих лишних ссор, драм и прочего. Когда вы просто радуетесь простым бытовым мелочам, да? Вместе радуетесь солнышку, и вот это внешний мир на вас вообще не влияет. Это, знаешь, это чувство безусловного уюта. То есть мягкое гнездышко. Это альтернативный путь. Двойка жезлов — это как мужчина видит ваше совместное будущее. Ну, у него в голове картинка, что, как сказать, стоите вдвоем и смотрите вдаль. Понимаешь? И думаете, там, какие цели на лето, да, там, куда, какую картошку посадить у деда в огороде. То есть он, знаешь, он уже прикидывает, чем вы сможете вместе заняться. Там, спортом, новым каким-то начинанием, да, хобби. То есть, возможно, даже открыть что-то такое небольшое, да, чтобы ваш общий бюджет прокачать. То есть его греет мысль, что вы движетесь вперед, опираясь друг на друга, как на надежного бизнес-партнера, понимаешь? У него нет желания все планировать в одиночку. Наоборот, он ждет от тебя вот этого встречного взгляда, пусть даже кардинально другой будет, чтобы убедиться, что вы на одной волне. И вот этот настрой дает ему вот уверенность, что вы не застрянете в этой, бытовуха назовем, да, рутина. И всегда найдете, как говорится, он уверен, новую высоту, новую главу, новую ступеньку, как хочешь, так и называй, но у него взгляд такой, что вы оба будете вот так вот. То есть он видит вас крепкой командой, которая готова обсуждать и смелые идеи воплощать в жизнь. Как ты видишь совместное будущее, это, как сказать, неизвестность. Это у тебя, знаешь, странная смесь такого притяжения и осторожности. Ночью идешь, и вдруг, как говорится, на тебя лунный свет, от которого все по-другому выглядит. Вот как это сказать-то по-другому? То есть ты порой сомневаешься, нет ли подвоха, да, в его там любви, отношениях, нет ли каких-то скрытых моментов, ведь не всегда все яснее ясного, да, и у тебя иногда в голове вот эти тревожные мысли, а нет ли у него любовницы там, а не скрывает ли он где-то заначку, а не перерастут ли наши маленькие ссоры и какие-то там недоразумения во что-то серьезное. И при этом у тебя есть, конечно же, вот это магнитное чувство, что вместе вы преодолеваете любые страхи. И если будете откровенны друг с другом, но тебя все-таки заставляет Луна немножко сомневаться. Понимаешь? В твоем случае тебе важно проговаривать ему все открыто. Даже если это там, не самые приятные моменты. Понимаешь? С таким подходом ты вот увидишь, как ваши отношения глубже будут, да, крепче, что если ты будешь проговаривать свои вот эти сомнения, понимаешь? И тогда Луна, она перестанет тебя пугать, а будет дарить мягкий свет, в котором видно то, что действительно важно для тебя, понимаешь? А не то, что рисует воображение. Что скрепит ваши отношения по 8 жезлов? Знаешь, быстро реагировать на проблемы, да, и не пускать на самотеках. Вот это укрепит.
Если что-то там не так пошло, там, как сказать, поссорились, недоговорка, чего-то там не то, любовница написала в ненужный момент, то, это шутка если что, то чайник ставишь, какие-нибудь плюшки, баранки, печеньки ставишь, и начинаете обсуждать все сразу, быстро, не затягивая, не уходя в молчанку и так далее и тому подобное, понимаешь? Вот, например, вы поссорились из-за там ремонта, да? Потому что самое такое препятствие в отношениях — это ремонт. Но вот вместо молчаливой обиды, да, садитесь, полчаса и компромисс найден. Он хочет салатовые обои, а ты хочешь нормальные. Найдите компромисс. Пусть он купит на себя там салатовую одежду, прям вот кроссовки, штаны салатовые, как его... В одежде я не очень разбираюсь. Футболку, там, толстовку, куртку, все пусть салатовое ходит, раз ему нравится. А тебе обои, там, например, белые, да? То есть всегда можно найти компромисс. Ну и мужик, конечно же, будет уступать своей даме. Например, там, ей белые обои, хорошо, тогда там у меня будет PlayStation 5, да? Это мужикам на заметку. Компромисс всегда можно найти, когда есть PlayStation 5. Извиняюсь. Так вот, и когда вот недопонимания ваши решаются моментально, они обиды просто, как сказать, корни не успевают пустить. Понимаешь? И вот, как сказать, оперативное общение, да, способны все сразу прояснить и не ждать, пока гора претензий накопится, это скрепит ваши отношения. Прям вот будете как дружная семья. Слова не смог подобрать. Как бетонная стена, хотел сказать, но думаю, а что тут бетонная стена? В общем, вы вместе будете всегда и целоваться, и сюсюмкаться, и деда вспоминать, и приезжать деду картошку копать. Вот. Наиболее вероятный сценарий при правильном подходе карту мир, я думаю, трактовать не нужно. Выходите в просторное поле, где вот чувствуете, что все на своих местах. Вот представь, вот закрой глаза, вот представь лето, не жарко, но и не холодно, вот комфортная температура, птички, стрекозы делают, стрекочат. И вот ты выходишь в поле, и до горизонта нет никого, и такое поле прям такое красивое. И ты вот такая раскрыла руки и думаешь, все на свои места встало. Понимаешь? А он рядом стоит с тобой и тоже руки раскинул вот так, и вам хорошо. Страхи какие-то, недоразумения, это все уходит. Просто, как сказать, спокойствие на душе. Понимаешь? И это не сказочная эйфория, нет. Это реальная картина, где проблемы тоже возникают, но вы справляетесь с ними, как говорится, вместе. Но вот там становится ясно, да, ярко, общий курс. Вместе вы строите то пространство, в котором вам обоим комфортно. Понимаешь? То есть нет такого ощущения, что вы боретесь каждый за свое. Нет. Вы объединены общими целями, общей дорогой, взаимным доверием. Вы чувствуете, как вот в отношениях наступит такой момент целостности. Понимаешь? И это ваш наиболее вероятный сценарий при правильном подходе, где никто губки не надувает, где никто не молчит, где проблемы не пускают на самотек, а за чаечком. Хочешь такого? Действуй.
Ну, в принципе, все. Сегодняшние расклады на сегодня закончены. Люби деда. Приходи в проживание арканов обязательно, потому что можно проработать затыки, триггеры и так далее. Ссылку ты видишь на экране. И помни, что дед, он всегда рядом, даже с крапивой.